месяц. Друзья, следующий слайд традиционный. Здесь мы говорим о тенденциях длиною в 1 год. Период сравнения январь 2025 год на примере класс социальное жилье. Видим $957 за квадратный метр и в январе 2026 года $1024 за квадратный метр. В целом, что показало в течение года, рост плюс 7%. То есть у нас 2020, прошедший 5 год, показал рост почти в 7%, ну не почти, а в 7%. А в целом, если вы помните, на протяжении всего, давайте я вам верну, периода войны, рост был на 12%, округлим в большую сторону. То есть особенно быстро показал рост значительно именно 2025 год. Так, дальше, друзья, мы смотрим. Мы также делаем для вас и для крупных финансовых учреждений считаем индексы, готовим. Это вот здесь видите индекс стоимости жилой недвижимости, он положительный, единичка, запятая 0,70. Что такое, друзья, индекс? Это макроэкономический показатель, который характеризует изменение стоимости квадратного метра во времени. Он считается достаточно просто. Давайте покажу на примере вот этого графика. Класс социальное жилье. Считается просто, если, конечно, у вас есть статистические данные. Видим, 1024 делим на 957 и получаем рост плюс 7% за 12 месяцев. Или же вот этот положительный индекс единичка, запятая 0,70. Друзья, немного саморекламы, без нее никак нельзя. Я знаю, что меня смотрят люди, которые относятся, это специалисты, которые работают в финансовых учреждениях, это управление по рискам и риск-менеджменту. Данные специалисты очень хорошо знают, как меняется стоимость денег во времени. А я один из немногих, друзья, в Украине знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. И на примере всего лишь одного класса рынка недвижимости, вторичный рынок, класс социальное жилье, показываю вам вот эти индексы. Поэтому, друзья, с учетом того, что вы же помните, да, вы знаете, как меняется стоимость денег во времени, а я знаю, как меняется стоимость недвижимости во времени. Поэтому вот эта синергия знаний, она достаточно хорошо помогает ваш бизнес вести, и мне заниматься наукой, и компанией Olymp Consulting, готовить, в общем-то, работать консультантом, консультируя и оказывая консалтинговые услуги. Вот эти специалисты, еще раз просто, скорее всего, уже обращаюсь к людям, которые работают в управлении по рискам или риск-менеджменту. Для того, чтобы вы могли меня найти, вы просто можете посмотреть описание канала моего YouTube. Там есть Viber телефончик, созвониться можем или списаться, как удобно будет. Я подготовлю вместе с вами техническое задание, и вы будете получать полную информацию о той недвижимости, под которую ваше финансовое учреждение выдало какие-то финансовые средства. То есть вы будете видеть, растет стоимость квадратного метра или же снижается. Это очень, в общем-то, еще раз напомню, для вас архиважная информация. Итак, друзья, переходим к следующему слайду. Здесь уже подытоживаем. Будем говорить о том, что произошло на рынке. Это предложение, квартиры для продажи, которые выставляются. Я не поменял этот график, он остался тот же, который мы рассматривали сейчас. Добавил только внизу, что произошло с арендой. Итак, проговариваем. 7% стоимость квадратного метра выросла в течение 1 года. Очень много, друзья. Также можем посмотреть, что происходит с рынком аренды. Сравниваем, естественно, декабрь 2025 года с декабрем 2026 года. И здесь социальное жилье, и здесь социальное жилье. И что, друзья, мы видим? А видим мы, что аренда за год выросла всего лишь 3,96%, 4% рублей в большую сторону. Да? И я предполагаю, что она практически достигла своего пика. Почему
если вы, так сказать, когда-нибудь считали вот этот пассивный доход или смотрели мои видео о пассивном доходе, то вот как раз это говорит о том, что, ну, я не видел так, чтобы долгосрочная аренда в городе Львове или там в другом городе приносила больше 5, там, 5,5% годового дохода. Это с учетом затратной части. Здесь мы видим в целом, да, что 4% за год аренда подорожала. Но при этом продолжает дорожать, так сказать, недвижимость, стоимость квадратного метра. Но, друзья, еще раз повторюсь, что вот этот показатель доходности или же какое количество денежных потоков может генерировать жилая недвижимость, сдаваемая в аренду, он показывает, в общем-то, тоже развитие рынка. И, кстати, напомню вам, что аренда первая реагирует на как снижение, ну, вот на поведение рынка. То есть я предполагаю, что дальше мы не увидим рост, это как минимум, а возможно через полгода стоимость начнет снижаться с учетом того, что на сегодняшний день, что, друзья, Львов из спокойного города превращается в город, который также без света находится по несколько часов. Да? Ну, вопрос же только времени. Как Киев уже несколько суток без света, так и все это придет и в Западную Украину. И также мы будем видеть, как стоимость квадратного метра медленно и уверенно начнет, что, друзья, правильно, снижаться. Но для этого должно прийти определенное время. А пока, друзья, давайте все, наверное, все. Да? Закрываю показ слайдов и помните, 7% рост стоимости квадратного метра в течение года. Я предполагаю, что еще полгода, наверное, стоимость будет расти. То есть по инерции, с учетом того, что все-таки в Западной Украине более спокойнее, и народу там побольше живет сейчас, чем до войны жило, что стоимость будет медленно по инерции расти. Возможно, еще, ну, я не знаю, на там, 5-6%. Угадать точно не могу. Но положительная динамика будет присутствовать. А вот что будет к концу года, ну это уже долгосрочные прогнозы, потом мы будем говорить о них с цифрами, наверное, да. Я предполагаю, что все-таки стоимость будет незначительно, но снижаться. И это будет вызвано как раз вот теми коллапсом в энергетике и, так сказать, всеми вот этими прелестями войны, которая доходит уже до западной части Украины. Друзья, пришло время прощаться. Для того, чтобы вы знали, что происходит с недвижимостью, вам необходимо что сделать? Правильно подписаться на мой канал. Вы также можете вопросы мне задавать, ставьте лайки, дизлайки данному видео. А еще вы должны помнить, что я ваш скромный слуга и компания Olymp Consulting готовим для вас ежемесячные обзоры рынка недвижимости, которые, я уверен, станут для вас компасом или же картой в каменных джунглях рынка недвижимости Украины. Друзья, до встречи в следующих моих видеороликах.